Это генерал Уолш и генерал Пименов. Американец и русский, потому что. Выглядел как любой другой американский аэродром. Аккуратные ряды палаток ГАИ. Взлетно-посадочные полосы, усеянные наземными командами Би-17 на краю поля, их лица обращены к небу. Хотя есть одно отличие – руины вокруг базы. Молчаливое напоминание о том, что вражеские сапоги совсем недавно прошли здесь в двух направлениях. Форты следуют друг за другом в третьей части мира вдали от дома. Ко сделан в Акроне. Мэннинг в Питтсбурге на американском аэродроме в России. Гойер, Месич, Острандер, Заак, Мэлоун, Шульц, Бадовски, Треверс, МакГи, Стэнли Рудинштейн ставят 1000 туристов из 48 штатов на короткий визит. Напряженный момент в международных отношениях. Иван Иванович встречает бесстрашного Фостика. Рукопожатие говорит привет. Очень рад видеть тебя на любом языке. И генерал Пронов делает это официально. Если мы пройдем через то, что я приветствую тебя как боевого союзника, вместе мы будем сражаться до победы. Я желаю тебе удачи в бою и благополучного возвращения домой. После этого была еще одна важная церемония. Короткие купюры для снортера. Если бы мы не подписали их, полет был бы незаконным. Всякий раз, когда летчики встречаются, они говорят о работе, даже когда не могут понять друг друга. Это один знак. Язык пригодился, и, похоже, это сработало. Некоторые русские офицеры и женщины-военнослужащие тоже были в комитете по встрече. Было бы неплохо продолжить эту тему дальше, но предстояла работа по допросу, отчеты и разрозненные сведения, которые заложат основу для будущих операций. Допрос из вежливости. Ты встречал какого-нибудь бойца? Оппозиция. Все в порядке. Сколько бойцов ты видел? Это примерно 1515 год. С допросом. Пока они остаются в России, первая половина миссии закончена. Вторая половина уже началась. Не теряя ни часа, смешанные наземные бригады американских и русских механиков захватывают большие буеры. Осматриваю повреждения. Проверяю двигатели. Ремонтирую оборудование, готовлю крепости к очередному путешествию. Означает кухню. Кухня означает чао. И даже в России ты стоишь в очереди за этим. На дежурстве КП. Катя, Маня и Алга. Еще нет, но уже. И Лепит, но и солдаты тоже. И чертовски хорошие повара для заказа. Кто приготовил и подал нам ужин? Хач Пежаластер, паёкка с русским акцентом и спам а-ля Строганов. Кофе был горячим. Это почти все, что ты получаешь. Скажи за это. Меня звали Мушинка. Вернувшись на поле, наземная команда оставалась с бомбардировщиками до тех пор, пока было светло, следя за тем, чтобы ничего не случилось. Этого не должно быть. Когда Пи-17С снова поднялся.
2100 часов 9 вечера. Где-то в России. Сейчас полдень в Леоминстере, штат Массачусетс. Время обеда. Сейчас 10 утра. В Переголде, штат Арканзас, солнце поднимается высоко. В Лос-Анджелесе, Калифорния, день только начинается. Тот же самый день только что закончился. Где-то в России. Мир тесен. В другой раз. Это только начало. Где-то в России. Еще один рабочий день. Еще один день войны. В штабе офицеры во главе с генерал-полковником Альбертом Кеслером и их российскими коллегами планировали следующую миссию. В Красной армии. Цель выбрана, если позволит погода, миссия завтра. Оперативной группе такого размера нужен бензин, более 350 тысяч галлонов. Боеприпасы больше 1 миллиона патронов. Бомбы более 500 тонн и более 50 нулевых американских и русских мужчин. Часы обслуживания в процессе подготовки. Пока наземные команды готовили форты и истребители, наше время было нашим собственным. Некоторые парни воспользовались солнечным утром и устроили выставку национального времяпрепровождения. Некоторые думали, что они научат русских другому американскому времяпрепровождению. И узнал, что другие учили слишком хорошо до них. Некоторые пытались преодолеть расстояние. Чтобы люди знали, что их странствующий мальчик был где-то в России, прошлой ночью. Некоторые из нас за обедом, ты, борщ и каша, обсуждали хитрости торговли с русскими летчиками-истребителями, чьи маленькие быстрые яки являются частью защиты поля. Постоянно начеку, некоторые пытались сохранить более экзотические аспекты основ, такие как американские медсестры, которые прекрасно работают у себя дома за границей. Некоторые обсуждают с русским текущие события. Литература. Да. Такие виды спорта, да. Некоторые отправились на соседнее пастбище и обнаружили, что доение коровы в России ничем не отличается от того, что в Айове. И некоторые из нас, исследователей, в России. Город рядом с базой – это рыночный центр для соседнего сельскохозяйственного района. Каждый год на его главной улице устраивался роман. Заводская секция. Основная отрасль промышленности – производство изделий из кожи. Украинский музей, хорошо известный своей коллекцией исторических сокровищ и ценных предметов искусства. Могила известного украинского писателя Короленко и его дом. Население города, 130 тысяч человек по последней переписи, в последние годы изменилось, и наблюдается определенное сокращение числа детей школьного возраста. У тех, кто остался или вернулся из внутренних районов,
Недавно развелась любовь к американскому импорту, известному как шварцка, перевод «жвачка». На обратном пути на базу, в нескольких милях от города, есть памятник русской победе над армией вторжения 200 лет назад. Родни пей с Пониниченко. Следующий номер. Украинские народные песни в исполнении Валаченко. Язык и музыка странные, но не обязательно понимать язык, чтобы понять некоторых людей здесь. Шоу знаменует начало конца этого американского визита в Россию. Большинство мужчин уже оглядываются назад, вспоминая. Лейтенант Джон Моррис, штурман из Натика, штат Пенсильвания, у которого есть крест за выдающиеся заслуги и воздушная медаль с 4 кластерами, был особенно впечатлен медалями, которые носили российские солдаты. Они носят не ленты, как мы, а настоящие металлы. Практически каждый русский солдат, с которым я сталкивался, был увешан орденами. Капитан Персиус Трейсинг, пилот из Рочестера, штат Нью-Йорк. Шоу многое объяснило о русском народе. Эти русские, конечно, любят петь и танцевать. Один из номеров был чем-то вроде чечетки. Я думаю, что русские во многом похожи на американцев. У них отличное чувство юмора. Они могут смеяться и наслаждаться всем, даже если вся их страна лежит в руинах. Майор Сэмюэл Дэвис, командный пилот Бостона, штат Массачусетс. Было хорошо расслабиться, послушать музыку и посмеяться, но ты никогда не мог забыть, что с ним была война. Почти все были в форме. Мужчины, женщины, даже дети. Я видел много детей, которые прошли через множество действий. Некоторым из тех, у кого были медали, доказывающие это, не могло быть больше 10 или 12 лет. Один из других парней сказал мне, что он столкнулся с одним парнем, который был снайпером с гориллами и имел 21 зарубку на кнопке винтовки. Снайпер с гориллами в его возрасте. Технический сержант Льюис Зерник, инженер-стрелок из Бруклина, Нью-Йорк, провел много времени с российскими наземными командами. Некоторые из них на шоу, и довольно много на базе. Двое были ранены целых 3 или 4 раза. Они работали на базе для ареста, прежде чем вернуться в бой. У этих русских действительно забавные представления об отдыхе. Старший сержант Джонни Гаган, хвостовой стрелок из Паттерсона, штат Нью-Джерси. Шоу было довольно хорошим, насколько я мог видеть. Всем это понравилось, включая генерала Акра. Он сидел в первом ряду с общим разрешением или что-то в этом роде. Командир российской базы. Лейтенант Джон Маккензи, бомбардир Парагона, штат Арканзас. Кое-что я запомню надолго. У русских детей такое чувство, что у некоторых из них никогда не было детства. У них были такие старые лица. Они были довольно застенчивыми, большинство из них, но, похоже, мы им нравились. Технический сержант Клинтон Миллер, инженер-стрелок из Монвио, Нью-Джерси. Русские любят свою танцевальную музыку, медленную и сентиментальную, в основном вальсы. Девочки выполняют всевозможную работу на базе, и они очень усердно работают.
Их одежда простая и опрятная. Они, как правило, не пользуются косметикой, но некоторые из них пользуются губной помадой. Я помню одну девушку, которая руководила командой АКАК. На ее счету было 12 вражеских самолетов. Старший сержант Дональд Кроу, хвостовой стрелок из Стратфорда, штат Коннектикут. Музыка на танцах была на стороне кукурузы, но девушки милые. Я встретил девушку из Ленинграда, чей отец был генералом. Она научила меня нескольким русским словам, а я научил нас американскому сленгу. Это не заняло много времени, прежде чем я сказал «хорошо». И она сказала «хорошо, приятель». Погода. Хорошо. Уходи. 900 часов. Выруливай на 845 станциях. 840. 600 часов дыхания 0R 1320. Твоя высота должна быть 22,0 футов. Это твоя высота бомбометания. И это место будет главной целью на сегодня. Это может быть локомотивный завод в Польше, аэродром и Венгрия, нефтяное месторождение в Румынии или танковый завод в самой Германии. Какова бы ни была цель, сегодняшняя миссия еще раз докажет, что ни одна цель в немецкой Европе не защищена от американских бомбардировщиков. Твоя группа и крыло в сборе будут находиться на высоте 12 тысяч футов над базой. Твоя высота бомбометания будет 22 тысячи футов. Мы заберем наш истребитель сопровождения над фронтом в 1143 время, 1320 заправка, 20 700 бомбовая нагрузка, 10 500 фунтов GPS. Скачай 10 500 фунтовых GPS. ГП. Общего назначения. Общего назначения. Чтобы уменьшить мобильность противника, нарушить его линии связи, принуждение и снабжение. Уничтожить его военную машину у самого ее истока, его умы, его заводы, его фабрики. И передать послание. Злобно мы ставим, что означает удачу. Мы еще увидимся.